теплый весенний полдень, когда городская площадь была наполнена шумом и запахами дорогих блюд, Джонатан Риверс сидел за столом под открытым небом. Его костюм безупречно сидел на плечах, красный галстук сиял в лучах солнца, а на столе перед ним дымилась тарелка с пастой и аккуратно разложенные мидии. Он смотрел на прохожих рассеянным взглядом, привычным для человека, уставшего от изобилия. Слева от него остановилась Лили Харт, маленькая чернокожая девочка в грязном, порванном платье. Ее волосы были спутаны, а руки покрыты пылью улиц. Она стояла неподвижно, будто боялась даже дышать, чтобы не спугнуть момент. Ее взгляд задержался на тарелке с пастой, потом на блестящих столовых приборах, а затем на лице мужчины, который сидел так уверенно и спокойно, словно весь мир принадлежал ему. Люди за соседними столами не обратили на нее внимания. Для них она была лишь частью пейзажа большого города. Но Джонатан заметил, как ее тонкие пальцы сжались, как взгляд стал тяжелее. Внутри него что-то дрогнуло, не от жалости, а от внезапной ясности, будто кто-то сорвал занавес с его собственных глаз. В тот день он не произнес ни слова, но его жизнь изменилась. После обеда он уже не смог вернуться к привычным схемам сделок и инвестиций. Он долго шел по улицам, вспоминая ее взгляд и то, как она стояла, маленькая, потерянная, но невероятно настоящая. Через месяц фонд Джонатана запустил программу помощи детям без дома. Через год сотни таких же, как Лили Харт, получили крышу над головой, теплые вещи и шанс на будущее. Он никогда больше не видел ту девочку, но каждый раз, проходя мимо ресторана, останавливался и смотрел на пустой стол, где когда-то прозвучал немой вопрос, изменивший его жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.